Пришла пора покинуть прекрасный остров Сент-Китс и перейти на остров Сент-Барт. 50 морских миль. Очень мне здесь понравилось. Каждый остров по-своему уникален. И Сент-Китс оказался на удивление девственным и малонаселенным. И вообще мало обитаемым островом. Очень много свободной земли, свободного пространства. Первый раз я видел диких обезьян. Когда-либо. Неоднократно причем. То есть предстоит опять проделать вот этот маршрут через мели волну встречную. Выйти сюда и лечь на курс. До свидания, Сент-Китс. Маленький, очень ухоженный, очень чистый, зеленый остров. Вот мне туда, кстати, туда, где мрачные тучи. Банана-Бэй и, на мой взгляд, самый лучший пляж, который был на Сент-Китс. Он, конечно, не выглядит таким привлекательным в 7 утра, но днем идеально. Вот так все это выглядит. Курс Бим-Рич, но против волны. Но у меня не было выбора, к сожалению. Либо так, либо еще неделя, минимум неделя на Сент-Китс. А так хочется в новое место в какое-нибудь. Вот что есть на Сент-Китс из развлечений? Развлечений немного. Первый, самый интересный, это старинная крепость. Ну как старинная? Может 200 лет, 300. И железная дорога. Маленькая такая. Раньше на ней можно было объехать весь остров, а теперь это экскурсия только, может где-то половину. Недалеко от Сент-Китс еще два острова. Вот этот, Сант-Эстати, и вон тот, Саба. Morning Cloud. У нас с ним CPA 200 метров. Это очень близко. 160, 98 метров. Думаю, скоро надо будет его набрать и полюбопытствовать, собирается ли он меня пропустить. Не пришлось никого вызывать. Танкер поменял курс, взял 20 градусов правее. CPA теперь километр стал. CPA это closest point of approach. А TCPA, time to closest point of approach, 7 минут. Morning Cloud. А тем временем впереди показался остров Сент-Бартоломью, куда я и направляюсь. 25 миль до него осталось, полпути проделано. Хорошо.
ветер поднялся. 17, да, и дела пошли сильно веселее. 19 миль осталось. Но в итоге я отключил автопилот, который держал курс на точку, и вместо этого просто вот 357 стабильный курс. Иначе лодка поворачивается носом к ветру. Угол опара двигателя становится 36, а для Генуи это, в общем-то, запредельное значение. Но зато скорость 8. Легко. Ну, убавил таки немного Гены, потому что ветер стал 20 с небольшим. Такая у них тут швартовка. На якорь, а потом сюда. Но, как бы, работаем с тем, что есть. Но оно все того стоило. Почему? Потому что Сен-Барт — это остров чей? Французский. А это значит что? Это значит, что в магазинах есть полный набор сыров, хлеба, вкусняшек, выпечки. Ну и, конечно же, бутылочка Шабли и бутылочка Бургундского. На сегодня все.